Видеть и смотреть, слышать и слушать. Я вижу или я смотрю, я слышу или я слушаю. Как не запутаться в этих глаголах? Друзья, сегодня вам все объясню. Это русское радиошоу. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Ой, как светит солнце, как ярко светит солнце. Я должен надеть солнцезащитные очки. Я должен надеть солнцезащитные очки, чтобы видеть вас. Чтобы видеть вас. Привет, как дела? Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. В этих солнцезащитных очках я теперь могу смотреть на солнце. Я могу смотреть на солнце. Я слышу сигнал автомобиля, я слышу шум города, я слышу шум утреннего города. Я хочу немного послушать музыку. Я слушаю музыку. Вы видите этот красивый маленький парк и это красивое здание. Вы видите? Вы видите это красивое здание? Вы видите это красивое здание? Я сейчас смотрю на это красивое здание. Я сейчас смотрю на это красивое здание. Вы видите эти флаги? Вы видите эти флаги? Я сейчас смотрю на эти флаги. Вы понимаете, где я? Друзья, напомню, что вы можете включить субтитры, а также вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска на моем сайте russianradioshow.com. Сегодня здесь очень сильный ветер. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И надеюсь, что вы меня хорошо видите. Вы меня хорошо видите? Итак, друзья, чтобы разобраться в этих глаголах, нужно сразу понять, что одни глаголы — это глаза, другие глаголы — это уши. Итак, глаза и уши. Глаза — это глаголы видеть, увидеть, смотреть, посмотреть. Уши — это глаголы слышать, услышать, слушать, послушать. Вы можете в интернете или в вашем учебнике найти полное спряжение этих глаголов. Все времена, несовершенный вид, совершенный вид и, конечно, императив. Давайте начнем с глаз. Давайте начнем со зрения. Итак, глаголы видеть, увидеть, смотреть, посмотреть. Какая разница? Одна пара глаголов — это, если можно так сказать, пассивное действие. То есть вы специально ничего не делаете. Это пассивное действие. Я вижу вас. Я вижу красивые здания. Я вижу красивые лодки. Я вижу. Хочу я, не хочу, я все равно их вижу. Я специально ничего не делаю, я просто вижу. А если я что-то делаю специально, то есть активное действие, то я смотрю. Я сейчас смотрю на это здание. Я специально это делаю. Это активное действие. Я смотрю на это здание. Я сейчас смотрю на эти лодки. Итак, друзья, пара глаголов видеть, увидеть — это пассивное действие. Вы специально ничего не делаете. Пара глаголов смотреть, посмотреть — это активное действие. Вы прикладываете усилия, вы специально смотрите или хотите посмотреть. Не волнуйтесь, чуть позже мы, как всегда, будем практиковаться. Хочу напомнить, что у меня есть отличный онлайн-курс, который называется «130 полезных глаголов с падежами среднего уровня». Этот онлайн-курс предназначен для студентов, чей уровень B1, B2. Вы слышите этот странный шум? Я не хочу его слышать, я специально ничего не делаю.
но я слышу его. Это пассивное действие. Почему я вам рассказываю об этом курсе? Потому что я знаю, что студенты более высоких уровней часто смотрят мои видео для студентов более низких уровней, чтобы повторить. А повторение — это мать учения. Так что, друзья, если ваш уровень B1, B2, если вы хорошо знаете причастие, идеи причастия и понимаете, как они работают, я рекомендую вам прямо сейчас приобрести мой онлайн-курс «130 полезных глаголов с падежами». Все подробности в описании к этому видео. Изучай русский с удовольствием. Еще немного полезной грамматики. Видеть, увидеть, кого, что. Винительный падеж без предлога. Я вижу этот грузовик. Я вижу эти машины. Смотреть, посмотреть, на кого, на что. Винительный падеж с предлогом «на». Посмотрите на эту дверь. Посмотрите на эту дверь. Какая красивая дверь. Посмотрите на эту дверь. Посмотрите на эту дверь. Очень красивая дверь, правда? А еще смотреть, посмотреть можно что? Винительный падеж без предлога. Смотреть фильм, смотреть телевизор, смотреть интересное интервью или смотреть интересный влог на YouTube. Теперь давайте разберемся с глаголами слуха. Слышать, услышать, слушать, послушать. Слышать, услышать — это тоже пассивное действие. То есть мы специально ничего не делаем. Я слышу шум моря. А слушать, послушать — это активное действие. То есть мы прикладываем усилия. Мы специально это делаем. Я хочу сейчас послушать музыку. Я беру наушники, я достаю наушники, и я слушаю музыку. Я достал только один наушник, поэтому здесь я слушаю музыку. Я специально это делаю. А здесь я слышу шум города. Здесь я слушаю музыку, а здесь я слышу шум города. Глаголы «слышать», «услышать» тоже требуют винительного падежа. Слышать, услышать кого или что. Глаголы «слушать», «послушать» тоже требуют винительного падежа. Слушать, послушать кого, что. Очень легко, правда? Друзья, если вам нравится русское радиошоу, поставьте лайк и подпишитесь на мой YouTube-канал. Спасибо! Напомню вам, что человек, который не видит, он не может видеть, у него плохое зрение или он совсем не видит, это слепой человек или незрячий человек. Человек, который не слышит или плохо слышит, это глухой человек или слабослышащий человек. Я иду по набережной, и что я вижу? Я вижу красивую реку. Я не прикладываю усилий, я не концентрируюсь, я не специально это делаю, я просто это вижу, это пассивное действие. Я вижу голубя, который сидит. Я вижу голубя, я вижу мост, я вижу красивые дома, я все это вижу. Это пассивное действие, я специально не делаю этого, я просто открываю глаза и вижу это. Хочу, не хочу, но вижу. Я не вижу людей. Я не вижу людей. Я их не вижу. Почему, спросите вы? Потому что сейчас 7 часов утра. Поэтому я не вижу людей. Здесь нет людей. Я вижу интересную статую. Я хочу посмотреть поближе. Что это за статуя? Я смотрю со всех сторон на эту статую. Я специально это делаю. Я ее увидел, не специально. Я просто шел мимо и увидел эту статую. И я подошел поближе, чтобы посмотреть
посмотреть на эту статую. Ха-ха, друзья, ну вы знаете, что русский язык не самый легкий язык. У нас всегда есть разные интересные нюансы. И вот первый нюанс. Когда вы используете прошедшее время, когда вы говорите о своем опыте «было» или «не было», наше правило пассивного действия, активного действия нарушается. Поэтому вы очень часто можете услышать такую фразу: «Ты видел этот фильм?» Почему видел? Странно. Наверное, я специально пошел в кино или специально включил Netflix, чтобы посмотреть этот фильм. Почему друг может спросить: «Ты видел этот фильм?» Почему друг не спрашивает: «Ты посмотрел этот фильм?» На самом деле ваш друг может спросить и так, но если мы хотим узнать, было это или не было, то есть нам не совсем интересен результат, нам просто интересен ваш опыт, то очень часто мы спрашиваем именно так: «Ты видел этот фильм? Ты видел новый влог русского радиошоу?» А если нам интересен результат, то мы, конечно, можем спросить: «Ты посмотрел этот фильм? Ты уже посмотрел новый влог русского радиошоу?» Нет, вы еще его не посмотрели, наш влог продолжается, вы смотрите этот влог прямо сейчас и правильно делаете. Вы смотрите этот влог и видите сейчас меня. Изучай русский с удовольствием. Смотрите, как красиво, какая красота. Вы видите эти яхты, вы видите эту реку, вы видите эти облака, вы все это видите. Посмотрите, какая красота, посмотрите, друзья, как красиво. Так светит солнце, мне кажется, что вы меня сейчас плохо видите. Вы меня хорошо видите или плохо видите? Хорошо видите или плохо видите? Так, я попробую посмотреть на солнце. Я вижу солнце в очках, я вижу солнце, я могу смотреть на солнце, я даже не плачу. Солнцезащитные очки мне помогают. Ой. Смотреть на солнце без очков — это плохая идея, потому что я ничего не вижу. Я вижу молодого человека, который бежит. Я его вижу. Я могу еще раз посмотреть на него специально. Он уже убежал. Сейчас я вижу мужчину, который едет на велосипеде. Не очень прилично, но я еще раз посмотрю на него. Сначала я его увидел, не специально, а во второй раз я специально на него посмотрел. Так, я вижу еще одну интересную статую. Я хочу посмотреть на эту статую поближе. Что вы думаете? Как вам? Я слушаю музыку. Ой, я слышу, что мне кто-то звонит. Я слышу телефонный звонок. Я вижу, что это звонит мой друг Артур. Да, привет, Артур. Алло, я тебя не слышу. Артур, я тебя не слышу. Ты можешь перезвонить еще? Я тебя не слышу. Плохая связь. Я вижу, что Артур опять звонит. Я вижу его фотографию на моем телефоне. Когда кто-то звонит, мы видим фотографию этого человека. Я вижу, что мне звонит Артур. Слушаю, да. Да, сейчас я тебя хорошо слышу. Наконец-то, связь хорошая. Как дела? Я в Копенгагене, да. Погода отличная, очень хорошая, да. Я не вижу много туристов, сейчас раннее утро. Что я вижу? Я вижу красивые здания, я вижу людей, которые катаются на велосипеде, гуляют по улице. Вот я вижу автобус, да. Какой номер автобуса? Сейчас посмотрю, какой это номер автобуса. Сейчас посмотрю, подожди. Ага, это автобус номер 26. Вот я вижу опять людей, которые едут на велосипеде. Я вижу автомобиль. Да. Ой, Артур. Алло, Артур. Я тебя не слышу. Я опять тебя не слышу. Позвони еще раз. Какие-то проблемы сегодня с интернетом. Я вижу, что Артур мне звонит по видеосвязи. Да.
Я тебя слышу, но я тебя не вижу. Я слышу тебя, но не вижу. Я тебя не вижу. Что-то со связью. Лучше послушаю музыку. Я люблю гулять по городу и слушать музыку. Я слушаю музыку, чтобы не слышать шума города. И с глаголами «слышать», «услышать», «слушать», «послушать», когда мы говорим о нашем опыте, работает такое же правило. То есть нарушается правила пассивного действия и активного. Например, я могу спросить друга: ты уже слышал новую песню нашей любимой певицы? Ты уже слышал ее? С одной стороны, скорее всего, он специально это сделал. Это было активное действие. Он хотел послушать новую песню, но если я спрашиваю об опыте, было это или не было, то я спрашиваю: ты слышал ее новую песню? Это русский язык. Кто сказал, что будет легко? На самом деле, друзья, сотни тысяч студентов-иностранцев знают эти правила и отлично говорят по-русски. И вы тоже отлично говорите по-русски. Я в этом уверен. Я не слышал никогда, как вы говорите по-русски. Я никогда не видел вас, но я точно знаю, что вы отлично это делаете. Вы слышите сигнал светофора? Вы слышите сигнал светофора? Давайте еще послушаем сигнал светофора. И еще несколько интересных примеров. Наверное, вы когда-нибудь слышали, когда кто-то говорит: слушай, давай встретимся завтра. Слушай, пойдем вечером в ресторан. Мы очень часто говорим «слушай», когда хотим привлечь внимание. Слушай, давай поставим лайк этому видео. Слушай, давай напишем комментарий. Слушай или слушайте. А еще мы очень часто говорим «посмотрим» или «я посмотрю». Это значит «я подумаю об этом». Например, кто-то может сказать: давай завтра встретимся. Посмотрим. Я не знаю, у меня дела завтра, но, может быть, встретимся. Или давай полетим на выходные в Копенгаген. Я посмотрю, я еще не знаю, буду ли я свободен, но если получится, то полетим в Копенгаген. По секрету вам скажу, иногда мы говорим «посмотрим», и это может означать, что, скорее всего, нет. Пока я записывал этот влог, город проснулся. Появилось много людей. Вы видите? Больше людей уже на улицах, вы видите, уже больше людей. И эти люди смотрят на меня, они думают, кто этот парень, что он делает, почему у него написано Russian Radio Show. Они смотрят на мой микрофон, они смотрят на меня, они думают, может быть, это русский шпион. Они все подозрительно смотрят на меня. Я вижу, что они смотрят на меня. Я боковым зрением вижу, что они смотрят на меня. Они слушают, что я говорю. Они едут и слушают, на каком языке я говорю. Они специально слушают, на каком языке он говорит. Друзья, на сегодня все. Вы смотрели и слушали русское радиошоу. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что послушали. Надеюсь, что вы увидели много интересных примеров, связанных с темой нашего сегодняшнего урока. Также вы увидели много интересных, красивых мест здесь, в Копенгагене. Надеюсь, что вы услышали много нового и полезного. Если вы слушали меня внимательно, то вы точно услышали много полезной информации. Не знаю, вы меня хорошо сейчас слышите, потому что очень сильный ветер дует. Вы меня хорошо слышите? Вы меня хорошо видите? Тогда прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на русское радиошоу и изучайте русский язык с удовольствием. Пока!